Всем привет! Из Японии, из Сикоку мы приехали на канатную дорогу Умпенджи. Ехали мы от Катахира где-то 40 минут. По пути нас навигация повезла куда-то не в ту степь, и попался очень добрый человек, мужчина. Он прям доехал с нами вот до этого места. Представляете, какие добрые люди. Он стал нашим навигатором, он ехал впереди на своей машине, а мы за ним. И знаете, я думаю, мне его Бог послал, потому что мы остановились вообще в глуши, там никого не было, и он появился ниоткуда и остановился сам и спросил, что с нами. Это вообще, я считаю, что это божеский подарок. Итак, мы начали наше восхождение. Канатная дорога Умпенджи – одна из самых впечатляющих в Японии. Всего за 7,5 минут мы поднимемся в мир над облаками. Этот храм, основанный более 1200 лет назад великим Кукаем, монахом, про которого я вам говорила в предыдущем видео про Компира-сан. Этот храм считается самым высокогорным в паломничестве Сикоку. Его называют заставой Нирваны. Пока мы летим над верхушками деревьев, настройтесь на то, что сейчас мы оставим всю суету внизу, в долине. Здесь пролегает Сикоку-Хэмро, легендарная тропа 88 храмов, по которой уже 12 столетий паломники идут по стопам великого учителя Кукая. Этот путь длиной в 1400 километров, разделенный на 4 этапа: пробуждение, практика, просветление и нирвана. И здесь всего на Сикоку 4 префектуры, и каждая префектура именно относится к этому этапу. Например, пробуждение — Токушима, практика — Кочи, просветление — это Эхиме, и нирвана — Кагава. И здесь этот храм находится на границе между Токушимой и Кагавой префектурой. Сегодня мы поднимаемся в этот храм Умпенджи, который в этом списке значится под номером 66. Всего храмов 88, а этот уже 66-й. Это особенная точка маршрута. Умпенджи называют заставой Нирваны. Считается, что именно с этого храма паломник оставляет позади все свои трудности и вступает в финальный, самый чистый этап своего духовного пути – этап освобождения и абсолютного покоя. Вот тут написана граница Кагава и Токушима. Готовы ли вы пройти этот путь вместе со мной и моей семьей? Мы начинаем подъем к храму в облаках. Здесь я убираю музыку. Послушайте этот лес, прочувствуйте атмосферу этого места.
белых одеждах с тростью — это паломники, которые проходят по 88 храмам. Здесь, на высоте почти 1000 метров, мы замерли перед сценой ухода Будды в нирвану. 500 архатов застыли в камне, каждый со своей эмоцией. Глядя на них, понимаешь, что путь к свету у каждого свой. Но финал — это всегда покой и освобождение. Говорят, что если долго искать, среди этих лиц можно узнать самого себя. Я специально сделала этот фрагмент длинным, чтобы вы могли смотреться в каждое лицо и пройти этот путь вместе со мной шаг за шагом под пение, под эту мантру птиц.
скульптуры выглядят как живые. Скульптор, конечно, гений. Когда подходишь поближе к каждой скульптуре и смотришь ей в глаза, кажется, как будто она все видит, все чувствует и сейчас оживет. Немножко становится страшно, но захватывающее зрелище, как будто все эти архаты, люди, они живые и смотрят на вас. Здесь справа находится храм, посвященный монаху Кукаю. Мы в него позже зайдем. Куда бы мы ни пошли на Сикоку, везде мы слышим имя великого монаха Кукая. Иногда кажется, что он был везде одновременно. Для жителей Сикоку Кукай Кобо Дайши — это не просто историческая личность, а живой дух острова. Они до сих пор верят, что он идет по этим дорогам вместе с паломниками. Поэтому его имя там везде. Мы идем в храм Сенджу Каннон, где стоит тысячерукая богиня милосердия. Именно эту статую, оказывается, вырезал Кукай для Умпенджи. Вот этот храм. И говорят, что эта богиня слышит каждую просьбу и готова протянуть руку помощи любому. У моего сына в следующем году экзамены в старшую школу, и мы решили попросить богиню помочь, чтобы они прошли успешно. Но сначала мы вот ставим свечку здесь, а потом идем молиться ей. На белой табличке рядом с гонгом написано, что если вы ударите несколько раз в этот ритуальный гонг, вы очиститесь от земных сует, и у вас на душе будет спокойствие, и тогда вы сможете спокойно молиться божеству. Да, мы попробовали, и действительно стало очень спокойно, легко на душе. А вот одна из необычных
остановок нашего пути гигантский каменный баклажан. Не удивляйтесь, Япония баклажан – символ того, что все мечты сбудутся обязательно. Само название этого овоща звучит так же, как слово «достигать цели». По-японски это «насу». Здесь люди один за другим пролезают сквозь него. Это старинный ритуал. Считается, что если ты сможешь пройти через это узкое отверстие, то и в жизни ты легко преодолеешь любое препятствие. Мой сын Юлиан не только прошел этот путь, но и оставил записку со своим желанием удачно сдать экзамены в следующем году. Глядя на этот баклажан, обклеенный сотнями таких же надежд, начинаешь верить, что все обязательно получится. И сейчас мы подходим к Дайшидо, павильону, посвященному великому учителю Кукаю. В Японии его почитают как наставника всех ищущих истину. Для нас это символ духовной поддержки. Мы заходим сюда, чтобы выразить благодарность за то, что у нас хватило сил подняться на эту вершину и попросить мудрости для наших будущих начинаний. Рядом с павильоном учителя Кукая нас встречает изящная статуя Хитокото Каннон. В переводе это означает «канон одного слова». У этого места есть удивительная традиция. Считается, что эта богиня обязательно исполнит ваше желание, если оно будет всего одно. Здесь не нужно длинных молитв, нужно заглянуть глубоко в себя, выбрать самую заветную мечту и произнести ее мысленно или вслух, всего одним коротким словом. Знаете, мне больше нравятся храмы здесь, на Сикоку, чем в Киото. В Киото многие храмы уже стали музеями, а на Сикоку храмы живые. Сюда люди идут не за билетом, а за помощью, и это чувствуется в каждом камне. Присмотритесь на эту фигуру на холме. Это Бишамон-тен, грозный защитник севера и один из богов удачи. Вот можно зайти прямо в него и пойти на площадку обозрения. Бишамон-тен, он всегда на страже, держит в руках пагоду, символ сокровищ мудрости, которые он охраняет. В Умпенджи его почитают как могучего покровителя, который дает силы преодолевать любые жизненные невзгоды. И вот мы пришли на площадку обозрения. Вид здесь тоже прекрасный. И видно еще, где вот находится дочка с папой на этой площадке и на качелях, где известные качели на облаках. Моя дочка не стала ходить по этим храмам и захотела на качели, и они с папой пошли сюда. А теперь то, ради чего сюда съезжаются тысячи молодых японцев со всей страны. Знаменитые качели в облаках. Нам сказочно повезло. Обычно здесь выстраиваются огромные очереди, люди ждут часами, чтобы сделать тот самый заветный кадр над пропастью. Но сегодня горы решили сделать нам подарок, площадка почти пуста. Когда ты раскачиваешься на высоте
тысячи метров, кажется, что границы между небом и землей стираются. Сейчас я вам покажу модель фото, за которым приезжают японцы со всей страны. Я старалась сфотографировать так, но у меня не получилось. Это фото сделал мне мой друг искусственный интеллект. Он еще добавил сюда фуникулер, которого на самом деле нет. Я просто вам хотела показать, зачем люди едут сюда. Но так красиво снять, это, мне кажется, вообще это невозможно. Насколько мне объяснил искусственный интеллект, это очень трудно. Вот тут еще одни качели и потрясающий вид. Умпенджи – это удивительный микс древности и современности. Здесь приходят и серьезные паломники, и японская молодежь. И всем одинаково хорошо. Это и есть современная Япония, где путь к просветлению может лежать через детскую радость и качели над облаками. На обратном пути на канатную дорогу мы нашли памятный монумент монаху Кукаю. Это пирамидальная структура с зубчиками, макет лестницы. Всего в паломничестве 88 храмов, и здесь воссозданы 88 ступеней, и красным обозначен 66-й этот храм Умпенджи. Наше путешествие к храму в облаках подходит к концу. Сегодня мы прошли по ступеням, которым больше 1000 лет, загадали желания и на мгновение прикоснулись к вечности. Говорят, что с Умпенджи каждый уходит немного другим, чуть более спокойным и свободным. Я надеюсь, что и вы, глядя на эти лица архатов и слушая пение птиц вместе со мной, почувствовали эту чистоту. Нам очень здесь понравилось. Единственный минус – это что дорога немножко неудобная. То, что мы были на Сёдашима, там очень удобная дорога, а здесь на машине не очень удобно. Спасибо, что прошли этот путь с моей семьей. Я ставлю видео про Японию каждую неделю. Кому интересно, подписывайтесь. Пусть и ваши самые заветные желания обязательно исполнятся. Здесь вот мы тоже купили некоторые сувениры. Здесь эти чипсы картофельные очень вкусные. Дальше мы поедем в место, называется Шиманами-Кайдо. Это где-то час езды. И там это такая дорога. Она проходит через несколько островов, мосты. Очень красиво там, и тоже будем останавливаться, заходить в разные интересные места. Этот день у нас очень насыщенный, 28 марта, а потом после этой дороги мы поедем в Дога-Онсен, в очень известные горячие источники, и там остановимся. Еще хочу вам сказать, не бойтесь ставить высокие цели и верить в малую магию, будь то каменный баклажан или одно слово «канон». Пусть ваш путь всегда ведет вас к свету. До новых встреч в новых уголках Японии.